проверяется стойка стабилизатора. Вот так вот держится в крайних положениях. Это новое. Ну-ка, а в той вот не держится, поэтому идет стук. Верхний нормальный, нижний. Hallo, Kanal Meier, die besten registrieren. Приветствую, канал Meier. В этом видео заменю стойку стабилизатора Nissan Terrano 3. На левой стороне я уже снял. Полностью оба колеса поддомкрачивают, снимается. Внизу защиту откручиваем. Вот такие болтики тут, по-моему, на 10 выкручиваются. И от бампера тут вот торакс, по-моему, 20-ка, 6-лучевая. Так, здесь вот у нас снимаем это колесо. Снимаем. Все. Убираем в сторону. С той стороны прикипело, а здесь нормально снялось. Так. Тут бывает вот в этих местах закисает электрохимическая коррозия. Ребята, вот это место для ступицы надо чуть-чуть смазывать графиткой. Все-таки я так считаю. Так, ну вот они. Яйца, вот эти стойки стабилизатора. Внутрь ключ, шестигранник. Фиксируем от прокручивания. И сюда накидываем. Ну, в данном случае родные тут на 16. Если ТРВ заказываете, то на 17 гайки. Сейчас накидываю и начинаю. Так, а сначала все-таки чуть-чуть ВДшечкой, чтобы легче. Вот так. Так. Ну что, машина состояние хорошее. 3 года. 80 тысяч. Я сейчас поменял одну сторону. Так, старые, вот они. Но мне не понравилось, что у ТРВ гайки хуже, чем родные. Обычные гайки на 17. Здесь родные стояли на 16 и уже с такой пластиковой втулочкой внутри и шайбочкой. Я поэтому открутил, поставил здесь, резьбу совпадает. Так, обратить надо внимание при выкручивании. Вот, вставляем сюда шестигранник, одеваем и против часовой выкручиваем, по часовой закручиваем. Все, с этим я закончил. Поставил ТРВ. ТРВ мне не нравятся гайки, ставьте родные. Ну а так вроде ходит неплохо. Видно, шар там более такой солидный. Если взять родные, так, стоечки, видите, тут шар будет в 2 раза меньше по диаметру. Ну, видно вот по колпачкам, по защитным. Уменьшенный диаметр шара, ну и также, мне кажется, стержень сам тут потолще. Сейчас замерим. Диаметр 3 миллиметра, а здесь тоже 3 миллиметра. Но визуально обман. В общем-то, сами стойки одинакового диаметра. Ну, шары явно на ТРВ крупнее. Так, знаете, что, в чем прикол? Владельцы, которые ни разу не откручивали родным баллонником, могут столкнуться с такой проблемой. Машина за 1 000 000, а баллонник за копейки. Начали выкручивать и лопнул. Слезалась резьба. Ой, грани, слезались грани.
Сейчас я не знаю, пошел другой баллонник найду на 17, откручивать болты. А этот подпилю и здесь еще сваркой усилю. В общем, говно сыромятина. Имейте в виду, такие баллонники возить с собой нельзя. Нашел на 17? Да, это